День добрый, господа, я всех приветствую, это MNG, давненько мы не виделись. Я знаю, что многие из вас ждут от меня прохождения XCOM, ксенонавтов, хайфлита, а я такой негодяй весь не появляюсь, где-то там работаю, а вот сейчас появился и перед вами что-то, что вы, наверное, даже не видели. Ну, ребята, вот что-то тянет мне на ностальгию, хочется поиграть во что-то помимо тактик. Вот потянуло меня в стратегии вообще. Решил я показать вам стратегию. Очень классная игра. Первая часть, когда она выходила, вот этот Нордгард, он еще попадал под категорию инди. Надеюсь, да? Сколько тут народу было? Шира Геймс. Блин, не, нифига, это не инди на самом деле. Сейчас много народу. Да и ладно, господи. Игра все равно классная. И не страшно, что народу делало ее много. Все равно она попадет у нас в инди-шедевры. И я вот сегодня хочу вам ее показать. Это очень интересный эксперимент над жанром стратегии. Ребята из Шира попытались объединить 4X стратегию вместе с реал-тайм стратегией, и, по-моему, у них это очень даже неплохо получилось. Игра эта, по-моему, 2020 года, уже выходило очень-очень много DLC. Каждая DLC добавляла какой-нибудь клан, которые, ну, как бы они не сильно отличаются от других кланов, но, тем не менее, довольно-таки разнообразит игру. Тем более, с каждым кланом, как правило, добавлялось еще что-то к основному, как бы, костяку игры, и она прям разрослась, контента там немерено. Уже две кампании, уже есть режим завоевания, такой вот тоже отдельный такой режим, такая мини-компания интересная за каждый клан по отдельности. Очень много контента, вот. И для тех из вас, кто ее не видел, мы, наверное, сейчас поиграем. Начнем, ну, прям вот как и надо, да. Начнем с режима истории, с кампании. Я уже ее проходил, но ничего страшного. Я хочу еще раз пройти. Перед тем, как мы перейдем к квесту Видара, который мы купим и тоже в него поиграем. Вот, давайте-ка начнем. Кстати, странно, что у меня вот так вот оно выглядит. Я, наверное, сбрасывал, наверное, прогресс, да. Но ничего страшного, мы начнем с первого. Вот прям сразу исход. Нам удалось сбежать и скрыться в глуши. Теперь нужно найти берег для отплытия в Нордгард. Накопите 500 еды, исследуйте поврежденные дома, поставьте пристань дракаров, та-та-та. Мы, значит, Бранд, предводитель клана Оленя. Сложность мы поставим средненькую. Смертоносную я как-то ставил, когда играл раньше в эту игру. Это жесть. Лучше мы поставим высокую, не надо нам такого. Будем смотреть все заставки. Ну и поехали. То есть мы пройдемся по кампании, я немножко расскажу вам об игре. Те, кто ее не видел, может быть, она вас заинтересует, вы в нее тоже поиграете, потому что игра реально того достойна. Ну а те, кто просто любят видосики от меня смотреть, просто посмотрите на очередную игру. О, кстати, тут инфа о клане, да, у нас? Бранд, клан Оленя. Стартовые бонусы клана Оленя у нас, значит, у нас есть ресурсы в самом начале. У нас есть зал скальдов. Это пока вам ни о чем не говорит, но и не ладно. Вы получаете больше славы и счастья. Ну круто, что. Давайте, поехали. I had no strength left when I encountered a group of runaways of the Stag clan, led by a proud young man named Bran. Hagen's men had set his town aflame, and he had nothing left, not even his father, the clan's Jarl, who had died at the hands of the fiend, just like mine. Our common enemy had sailed for Northgard, of which he now had a map. All I could think about was finding him to avenge my father and retrieve the regal horn. Красивый арт был. Надеюсь, вы заметили. Я не стал перебивать, потому что и озвучка тоже хорошая. Так, и вот такая вот карта, да, у нас. Бранд, хорошо, что ты уже на ногах, государь. Я не ожидал, что ты так быстро отправишься. Похоже, гнев – прекрасный целитель. Но мы потеряли слишком много времени. Нужно отправиться за Хагеном как можно скорее. Да, время не ждет. Мы разбили лагерь далеко от врага, но очутились в незнакомых землях на окраинах твоей страны. Я докажу, что достоин их доверия. Мне не терпится расквитаться с этим мерзавцем, но главное – позаботиться о безопасности людей. Приятно слышать. Твоя сдержанность делает тебе честь. И потом, о каком возмездии может идти речь, если мы умрем с голоду? Кстати, об этом. У нас полно голодных ртов, так что давай поищем источник пищи. Вдобавок, нам очень нужна древесина для обогрева, так и для строительства.
А еще мы должны покинуть эти земли и отплыть в Нордгард. Нужно поискать подходящее место для выхода в море. Вы правы, думаю, стоит приказать нескольким поселянам разбить лагерь и обучить их разведке, чтобы они смогли исследовать регион. Красота! Итак, давайте-ка мы сначала разберемся, что вообще тут происходит. В общем, мы сейчас на каком-то материке должны отплыть в Нордгард, какую-то новую неизведанную землю. Что вообще ребята из Шира тут у нас устроили? Это у нас экономическая, в целом экономическая стратегия. Тут, наверное, 80% времени мы занимаемся экономикой. Такая 4Х экономическая стратегия. Но при этом в ней есть РТС-элементы ручного управления. То есть мы можем управлять вот так юнитами, можем брать кого-то, бегать куда-то. То есть это вот реально очень хороший синтез 4Х пошаговой стратегии и обычной РТС-ки. Ну что ж, давайте разбираться. То есть у нас есть наш вот этот главный зал, ратуша, да. У нас есть главный герой, наш пока единственный боец стартовый. Есть крестьяне. Крестьяне у нас вот в этом секторе, который вот у нас оранжевым отмечен, что-то делают. На данный момент они собирают еду. Если им нечем заняться, они всегда добывают еду. Сколько они добывают, кстати? 16, да? Вот новый появился. У нас сейчас 5 крестьян. Добывают они 20. То есть по 4 каждый, да, добывает. Отлично. Крестьян можно взять вот так любого и заставить его делать что-нибудь другое. Например, построить лагерь разведчиков, как нам сказали. Давайте сделаем это. Или, например, построить... Что мы еще можем? Дом построить, да? Давайте поставим. У нас лимит подходит уже 5 из 6. Поставим дом. Откуда берутся крестьяне? Крестьяне сами по себе берутся из ратуши. Просто плодятся, да, естественным приростом. Они оттуда появляются, только поспевай дома строить. Единственное, что чем больше у вас, в принципе, крестьян в игре, тем они медленнее оттуда начинают вылазить. То есть, когда их мало, это быстро происходит. Там раз в месяц примерно. Когда их много, уже дольше. Вот, и когда у нас есть какие-то здания, например, вот у нас есть здание лагерь разведчиков, мы можем взять любого крестьянина, тыкнуть так. И бац, он уже у нас не крестьянин, вот он был крестьянином, да, поселянин, вернее. Он стал разведчиком теперь, когда мы его назначили. И теперь он может что-то новенькое делать. Например, разведывать нам вот эти вот темные территории. Просто так мы туда пойти не можем. Видите, я не могу туда пойти. Я могу бегать только в рамках своих разведанных территорий. И разведчик сейчас нам как раз разведывает. Также вот игра нам говорит лесоруба поставить. Давайте сделаем это. Потом лесоруба. Тоже втыкаем его. Вот, разведчик разведал территорию. Теперь мы на нее можем бегать. То есть она еще не наша, она как бы нейтральная, но хотя бы она нам известная. Мы можем тут бегать. Он пошел дальше разведывать, окей, да? Эту территорию мы можем себе забрать, если мы ее колонизируем. Колонизируется она за еду по дефолту, да? Давайте. Это дешево, там еды много, пока что колонизируем. Лесоруб готов. Давайте сделаем пару лесорубов. Вот так просто сюда назначаем, и они у нас теперь лесорубы, смотрите, какие. Рыжие бородатые мужики или женщины. Все, у нас теперь есть 2 лесоруба. Пошел доход по дереву из-за этого. Прекрасно. Вот это мы колонизировали. Здесь у нас, смотрите, есть пшеница. Тут у каждого сектора есть определенный лимит того, что в нем можно сделать. Вот, например, здесь можно 4 здания было построить. И дерево. Ну это два человека как бы на дереве сейчас у нас. Вот я одного могу убрать. Будет 1, видите? Нам это не надо. Здесь вот у нас есть пшеница. То есть мы можем 2 людей сделать фермерами, которые пшеницей занимаются. И поставить 3 здания. Давайте-ка мы пшеницу воткнем. Возьмем крестьянина, пусть он там строит. Крестьяне сами все строят. Главное просто, чтобы в секторе был какой-нибудь крестьянин. Вот она здесь была в секторе, и она сразу вот решила построить. Молодец. И я бы еще склад, наверное, здесь воткнул. Сколько дерева? Он дерево стоит 80, а домик 50. Ну давайте, да. Склад тоже воткнем. Он, по-моему, что-то там дает. Улучшает производство еды и увеличивает максимальный запас еды. То есть вот это как раз специализированное здание по еде. И склад улучшает его работу как раз таки. Поэтому хорошо, что оно здесь. О, государь, мы обнаружили неподалеку заброшенную хижину. Я думаю, стоит вот отправить туда разведчика. Он может отыскать какие-нибудь ресурсы. Согласен. Но прежде чем исследовать развалины, нам нужно колонизировать эту область. Ясно, понятно. Недолго думая, колонизируем сразу. Хорошо.
Вот, у нас, смотрите, здание готово. Нам игра подсказывает, типа, оно пустует. Однозначно туда простых поселян. Это можно делать просто тыкая тут на них или вот тыкая тут. Будет выбираться просто любой ближайший. Все, теперь они, оп, смотрите, они берут мотыгу или что это у них, и начинают вот так вот калашматить. Это дает не сильно большой прирост. Вот смотрите, они, крестьяне добавляют 10, а поселяне 12. 4, 12, так, почему 12, 16. В общем, обычный товарищ, обычный поселянин добывает 4. Вот эти добывают 5. Казалось бы, фигня полная, да? Но вот на них, с их инструментами, работают всякие бонусы. Например, от склада. Затем вот это здание можно будет улучшить. Это тоже их улучшит. Потом еще какие-нибудь бонусы можно получить. И вот, в общем, в дальнейшем это будет иметь свой профит. Вначале это не очень выгодно, но в дальнейшем это сильно бустует нас. Бустанет. А где разведчик мой? Давай-ка вот это исследуй, как нам сказали, да? Хорошо. Также нам, смотрите, советуют поставить учебный лагерь, потому что мы уже видим волков. Вот, пожалуйста, есть волки. Я могу просто справиться с ними. Вот один уже к нам побежал. Это негодяй какой. Напал на нас. Мы с ним справимся без проблем. У нас лимит подходит, нам надо дом воткнуть. Обязательно. Давайте здесь... мы строим? Нет, не строим. Вот там дом воткнем. Обязательно еще сделаем хижину знахаря. Здесь. Вот это, например, колонизируем за 80. Почему бы нет? А ты один справишься с 3 волками? Вроде бы вот эти наши стартовые герои довольно сильные. Я думаю, он справится и вот так. Смотрите, он там 4 хп сносит с одного удара. Я думаю, он справится. Да, вот лимит у нас уже подошел, но ничего, домик сейчас построится. Дерева нам явно не хватает. Надо бы здесь еще одну лесопилку подкнуть. Так, да, наш товарищ справился. Хорошо. Тут никто не строит, надо человечков подослать. Ну вот, в общем, да, вот такой процесс, видите. В основном экономикой мы занимаемся. Что довольно залипательно. Не знаю, как это смотрится, но когда сам в это играешь, это очень залипательно. Особенно если видишь это первый раз и еще ничего не знаешь. Прям кайфово. И мне очень нравится визуальный стиль этой игры. То есть он такой простой. Ну прям реально простой, да. Там грубые такие модели. Но, блин, красиво, не знаю. Вот. А Art Direction мне очень нравится. Арты, как это все исполнено, очень красиво, симпатично. Я кайфую. Так, давай сюда. Смотрите, мы получили 200 дерева и 100 золота вот отсюда. Очень даже своевременно. Я хочу вторую лесопилку. Наверное, дом еще поставить. Так, мы можем знахари сделать, отлично. Знахари, вот в этом здании делаются знахари. Знахари лечат. Сейчас, смотрите, они сюда придут и будут лечить нашего раненого товарища. Да, видите? Он теперь лечится. Вот они что-то там, пассы руками какие-то делают. И на расстоянии его лечат. Так, окей. Тут опять никто не строит. Надо побольше туда народу отправить. Тебя тоже, наверное. Тебя тоже. Окей, окей. Холодает, приближается зима. Верно, государь. Скоро еды станет меньше, а нашим людям придется сжечь больше дров, чтобы поддерживать тепло в домиках. Холод ослабит наших бойцов. Зима не лучшее время для битв. Да, это вот в обучении нам подсказывают. Здесь есть еще время года, ребята. Вот. Как раз снег, видите, пошел. До этого у нас было лето. Лето длится 9 месяцев. И вот на вот этом календарике показано, что есть 3 месяца зимы. И зимой становится тяжко. То есть у нас сильно снизится поступление еды. Потребление останется какой было, а поступление снизится, потому что зимой нет еды. А по древесине, видите, сейчас у нас расход очень маленький. Не знаю на что. Наверное, на какие-то починки, на ремонты. А зимой сильно тоже вырастет потребление дерева. И вот это надо всегда учитывать. Такой момент определенный. Прогнозирование, что надо учитывать. Это готовиться к зиме и смотреть, чтобы у вас всегда все хватало. Тоже интересный момент такой экономики. Так, у нас 4 волка. Вот с 4, мне кажется, я не справлюсь уже. Знаете что? Мне нужен учебный лагерь. Я не справлюсь, кажется. Один. Мы сделаем, наверное, учебный лагерь. Сделаем бойцов.
И потом заштурмуем это дело. А где мой скаут вообще? Чем он занят? Он просто ходит? Я не понял. А, во-во-во. Давай сюда. Скаут, наверное, не может туда пройти или что? Я что-то понять не могу. Интересно. Я даже, кстати, я забыл, может ли скаут просто взять вот так пробежать, или его сожрут? Давайте попробуем. Да, может, смотрите. Да, типа волкам пофиг. Скаутов они игнорят, это хорошо. Вот, мы поставили учебный лагерь, можно сделать пару бойцов. Давайте. У воинов есть тоже свой лимит. То есть вот сколько у нас военных зданий, столько мы максимум воинов можем сделать. В данный момент 2. Вот у нас теперь есть воин. Сейчас еще один будет. Я думаю, втроем мы точно справимся. Да, все это Ctrl-1. Ну, давайте сразу мочить. Тут присутствуют все стандартные элементы РТС, то есть можно там отводить раненых, все, микроконтроль, все это присутствует. Танковали люди покрепче. Все зачистили. Колонизируем. И лечимся. Можно было еще как-то управлять лечением, да, вот так, по-моему. Назначаешь, кого конкретно хочешь лечить, и лечишь. Хорошо. Вот, захватили это дело. Я бы здесь поставил еще один учебный лагерь. Человек туда. Тут вот олени у нас, кстати, есть. Можно на оленей поохотиться. А, это не мой этот еще. 160, да? Давай колонизируем. Еще можно устраивать пиры. Пиры дают кучу ресурсов. То есть они тратят еду, но дают все остальное. Что очень даже неплохо. Так, на оленей ставим. Штуку. Она нам пригодится. И у нас что-то прирост какой-то медленный. 33 дня. Прирост медленный, наверное, потому что счастья не очень много. Тут есть еще параметр счастья. Он влияет вот на прирост людей. И его можно улучшать. Вот, залом скальдов, да, например, можно улучшать. Вот мы его как раз вот здесь воткнем. Да. И будем счастье еще себе генерировать. Очень неплохо. Где мой скаут? Чем ты занят? Тут у нас что, 2 волка, можно зачистить. Почему бы нет? Зимой вообще лучше не воевать, но у нас просто начальная миссия, нас много. Я думаю, мы справимся без проблем. Оп, отлично. Кто-то... Вот здесь, кстати, подсказочки есть. Можно понять, кто не занят у нас чем-нибудь. Иди охоться. Тоже иди охоться. Хорошо. Вот, как раз нам подсказка дают. Счастье — главная составляющая успеха. Не дайте ему упасть ниже нуля. Ну, да, я и так рассказал. В общем, если оно падает ниже нуля, у нас вообще останавливается прирост населения. Это очень плохо. А если оно высокое, чем оно выше, тем быстрее приходят новые люди. Вот эти вот. Так, вот у нас скальды. Давайте-ка счастье повышать. Это обычный, это обычный. 2 скальда сделаем. Вот 5 стало, 7 стало. Смотрите, помните, было 32 где-то здесь, да, прирост? Сейчас стало 25. То есть мы 7 дней практически выиграли себе за счет счастья. За счет счастья. Быстрее будут люди прибывать. А еще можно пир устроить, это еще больше счастья даст. Там вообще прирост всего увеличивается. Счастье увеличивается. И вообще красота. Люди любят бухать, да? А кто не любит? Так. Государь, один из разведчиков нашел на берегу подходящий участок для строительства порта. Отлично, нужно попытаться колонизировать область до самого побережья, чтобы наши строители могли взяться за работу. Вот, это у нас цель миссии, да, пристань дракаров построить. Но я благоразумно, конечно, всю еду потратил. Сейчас надо еду подкопить будет. Окей. Тогда мы не будем, если что, лишний раз назначать людей ни на что. Всегда можно, вот есть элемент такой управления, например, надо больше еды, да? А при этом дерево дофига. Ну, можно лесорубов сделать просто, говорите, крестьянами. Будет больше еды тогда. Типа раз-два. Да, я как бы не дополучаю дерево, но зато больше еды. Быстрее накоплю еды.
И вот таким менеджментом часто приходится тут заниматься. Где-то кого-то куда-то там переназначать, чтобы было больше еды. Можно еще склад воткнуть, тогда еще больше еды будет. Только у меня, наверное, строить некому, да? Еды строить. Хорошо. Вот, 200 накопили. Колонизируем. Угу. И пристрель дракаров. Вот наша цель миссии. Такая, ее сюда. Кто построит? Да ты построишь, иди. А чтобы здесь достроили, мы кого-нибудь нового возьмем сюда. Так. Да, пойдет. Ну, по-моему, это все, да, в обучающей миссии. Просто надо достроить это дело. Тут еще, блин, тут так много механик, капец. Тут потом будет дипломатия, там появится знание, появится вот эта слава, с которой тоже свои какие-то приколы есть. Военная какая-то древотехнология. Тут очень-очень много всего в этой игре. Хорошо, что я начал с кампании, потому что все вот такое сразу, если бы навалилось, я бы устал рассказывать, мне кажется. Игра, если в нее сам играешь, она прям очень погружает, такая медитативная, экономическая, но при этом не совсем до конца медитативная, потому что вот эти моменты боя, моменты зимы, там моменты еще чего-то очень хорошо разбавляют геймплей. Прям классно, ребята, рекомендую игрушку эту. Опа, мы нашли еще одно здание, но у нас нет еды. Каждая последующая колонизация сильно дороже становится, видите, уже 250. Это уже вообще не хухры-мухры. Поэтому, наверное, мы туда не пойдем. Мы уже просто достроим. Наконец-то, благодаря твоим усилиям, мы теперь можем... Блин, что мы там можем, наверное, уплыть, да? Поднять якоря, гордые викинги, мы готовы к отплытию в Нордгард. Красиво, красиво. Хорошо. Близится твой конец, Хаген. Хаген — это какой-то гад, предатель, негодяй, да, за которым мы гонимся. Наверное, где-то это нам рассказывали, но я что-то упустил, где нам это рассказывали. Давайте-ка, может быть, я смогу это наверстать. Узнайте все приключения 6 первых кланов Норгарда. Освойте управление ими, узнайте эпическую сагу о Риге. Полный уникальных существ, событий и испытаний. Ну да, как-то странно, нигде не рассказали про этого Хакена. Ну, суть, в общем, такая, да, что мы плывем вот на вот этот материк Нордгард, и... То есть это было обучение, и здесь вот начинается знакомство со всякими кланами, освоение вот этого континента великолепного и освоение всей игры, в общем-то, со всеми ее сложными механиками. Вот, такая вот кампания. Я, наверное... Я пока настроен оптимистично, я, наверное, буду ее проходить. А вы напишите свое мнение, как вам вообще игра, кто ее не видел, может быть, свое мнение о том, что вы увидели, а кто ее играл, о том, как вы в нее играли. Ну вот, а я, наверное, приступлю ко второй части. Все, всем спасибо за этот ролик, всем спасибо, кто смотрел, и жду вас в следующей части. Всем пока!